Всем здравствуйте! Прежде чем я начну расклад, хочу сделать небольшой анонс. Примерно через неделю, не на следующей неделе, а через неделю я приостановлю работу этого канала. Не знаю, на время, на постоянно сказать не могу. Вот. Но если вы подписаны только на этот мой канал, у меня есть основной канал, ссылка на него есть под этим роликом. Вот, в описании можете перейти и подписаться на мой основной канал. Тот канал будет сохранен. Этот пока временно будет приостановлен. На всякий случай я говорю об этом. Не знаю, на какое время. Просто у меня сейчас нету ресурсов записывать на 3 площадки. Вот, но удалять этот канал я не буду. Вот, может быть, в будущем я как-то восстановлюсь и заново буду писать расклады. Пока так. Вот такую информацию, наверное, перед каждым роликом до закрытия, до остановки этого канала я буду говорить, чтобы вы знали. То есть кто подписан на мой основной канал, я озвучу, либо я напишу пост, не знаю, посмотрю как. Вот. Ну, в общем, меня вы не потеряете так или иначе. У меня есть телеграм-канал, где я делаю расклады. Вот, у меня есть основной канал. То есть вы, если не подписаны, можете подписываться и на телеграм, и на основной канал. Сегодня мы с вами будем делать расклад на тему «Кто скрывается за маской?». Не помню, когда-то меня, по-моему, на основном канале попросили, я делала блиц-консультацию на эту тему, я помню. Вот, но сегодня мне захотелось еще раз вернуться к этой теме. Кто скрывается за маской? Загадывайте своего человека, мы посмотрим, какой это человек и его характер. Больше ничего смотреть не буду, то есть ни его отношение к вам, ни ничего, просто кто это человек, да? Вот, кто скрывается за маской того человека, которого вы загадываете. Помните, что это общий расклад, да, всем отгадаться не может. Я выложу перед вами 3 аркана, потому что общий расклад на одного человека сложно. Пускай это будет 3 человека. Вот, и этих 3 людей я буду описывать сейчас, а вы будете слушать. Может быть, расклад будет чуть больше обычного. Ну, не знаю, посмотрим, как будет. Вот, как получится. Итак, кто скрывается, да, за маской? Какой это человек, его характеристика, туз мечей? Вот за маской этого человека скрывается... сейчас скажу, секунду. Здесь личность, вот как будто бы 2 людей, что ли, здесь загадали. То есть одного, который постарше, другой, который помоложе. Вот тот, который помоложе, да, здесь человек, может быть, это юноша, он неуверенный, и поэтому характеристика этого человека будет идти в контексте его неуверенности, и он может быть очень колкий. Человек, который задает много вопросов, много чем интересуется, что-то старается узнавать в своей жизни как-то. Но это человек, который еще не владеет словом, поэтому, когда он говорит, его слова могут вот как-то ранить, да. Не всегда он делает это осознанно, но вот как будто я говорила юноше, да, это, скорее всего, какой-то вот подросток мне идет, и здесь этот подросток, ребенок, он как-то старается адаптироваться в этом мире, поэтому он колючий, он как ежик, да, но это не потому, что у него есть какие-то обиды или травмы, просто этот ребенок, он старается адаптироваться в этом мире. И ему важно выстроить свои какие-то понятия, свое какое-то видение, и поэтому он очень колкий, он как будто бы проверяет, прощупывает этот мир через какие-то агрессивные моменты в своей жизни, то есть вот как люди будут реагировать, он как-то вот свои границы и границы других людей проверяет вот именно через слова, через причинение вот какой-то боли, вот какая-то колкость такая, знаете, вот провокация, что ли. Вот. Но это временно, но здесь можно дать поблажку тому, что он пока учится, да. А вот тот человек, который постарше, да, кто скрывается здесь за маской этого человека? То есть почему я вам это говорю? Потому что
понимая, что это подросток и он учится, да, то есть ваша реакция, она не должна воспринимать слова либо действия этого подростка в штыки. То есть понимая мотивы этого человека, ваша реакция, она может измениться. То есть здесь нет ничего личного, здесь как будто бы вот ребенок, во-первых, он ощущает, вот этот подросток, себя как-то вот покинутым, но это чисто субъективное здесь восприятие, да, то есть здесь ничего такого сказать нельзя, я не вижу здесь каких-то травм, я вижу просто здесь, во-первых, влияние окружения, влияние времени, вот моды какой-то, да, и вот здесь как будто ребенок просто ищет себя. Поэтому вот как-то реагировать здесь, ну, серьезно, вот так скажу, да, на его выходки не стоит, и близко к сердцу принимать его слова тоже не стоит. Вот, то есть для этого я делаю расклад, да, чтобы описать вам людей, чтобы вам понятно было, как с ними взаимодействовать, что скрывается за маской, именно что скрывается, не то, что люди транслируют, что скрывается. А вторая личность здесь зрелая, взрослая, здесь человек мне идет достаточно молчаливый, здесь тоже опять же таки мужчина проходит, ну, либо я вижу энергию такую мужскую, да, здесь человек взрослый, здесь человек зрелый, осознанный, здесь человек, может быть, даже в некоторой степени мудрый. Здесь человек молчаливый, я не вижу, чтобы он много говорил. Но здесь человек как будто бы много думает. И не то, что он решает какие-то задачи, а здесь может быть, кстати, хирург почему-то мне идет, либо зубной врач. Здесь человек может быть, вообще врач как-то, здесь человек может быть такой вот, у него просто природа такая, знаете, ну, больше молчать, либо у него работа там, где... Нужно говорить, может быть, это ректор, да, какой-то в образовательном учреждении, где он много говорит, и здесь вот человек как будто приходит домой, и ему хочется молчать, да, здесь человек молчит, вечером может даже слушать какую-то такую расслабляющую музыку, да, то есть здесь человеку важен отдых. Вообще, я не могу сказать, что он прям вот интроверт, но и не горит желанием как-то общаться с людьми, да, то есть здесь человеку, в принципе, и в одиночку неплохо, да, то есть, но здесь человек такой умный, может быть, ему нравится играть в шахматы, да, либо там вот эта вот игра, как называется, судоку, да, или как правильно, типа решать какие-то кроссворды, вот эти вот ребусы. Здесь такое есть. Но здесь человек правдивый. Причем самое интересное, что вот когда он говорит и говорит правду, его правда, она не болезненная. Вот он, я не знаю, как у него это получается, вот то, что он говорит, это не больно, это правда, и оппонент понимает, да, что вот этот человек говорит ему правду, вот, и она может быть неприятная, но вот боли, вот какой-то, знаете, негатива от этого человека не исходит. Он как будто бы нейтральный. Вот здесь мне человек идет вот в эмоциях нейтральный. Он и не холоден, и не горячий, он и не обидчивый, и ну, для него это вообще как-то чудные какие-то вот эти вот эмоции, обидчивость, они ему не свойственны. Но и с другой стороны он и других обижать не хочет. Он вообще старается вот как-то вот придерживаться какой-то такой дистанции. Он человек, который придерживается понятию, что лучше сказать правду, не придумывает, не приукрашивает, достаточно лаконичный в своих высказываниях, конкретный. Я бы сказала так, не то, что он сдерживает свое слово, он просто, если он не сможет что-то выполнить, он промолчит. Просто здесь такая тактика человека лишний раз промолчать. То есть если тебе нечего сказать по существу, молчи. Если хочется соврать, молчи. То есть вот у него какая-то такая тактика, лучше молчать. Он может что-то умолчать, но это не говорит о том, что он врет. Он может что-то не досказать, такое тоже может быть, но вот прям очень зрелый человек, и по возрасту он такой вот, мне идет где-то старше 50, ну 45 может быть, ладно, ну вот как почему-то старше 50 идет.
серьезный человек, да, но у него как-то вот, ему ничего, он не угрюмый, ему не чужд юмор, да, вот он улыбается, он... Нельзя сказать, что он какой-то нерадимый. Нет, да, обычный человек. Обычный человек. Просто все зависит от окружения. У меня такое чувство, что он устал от каких-то... Я извиняюсь за выражение, но просто здесь такое слово идет, да, дебилов. Вот он почему-то так говорит. Это, скорее всего, его речь. Ну, я такое не использую. Потому что он здесь говорит в пространстве то, что, блин, я устал от этих дебилов, и, скорее всего, вот он подразумевает здесь каких-то своих учеников почему-то, да, то есть вот, причем, знаете, это не в контексте оскорбления, а в контексте того, что какие-то поступки есть у этих учеников, у этих более молодых людей в его окружении, которые, ну вот, и мягко это сказано, если честно, да, потому что вот такие, то, что они вытворяют, это я даже не знаю, у меня нету такого словарного запаса, чтобы это описать. Поэтому вот здесь человек такой. Что скрывается за его маской? Вот эта вот холодность, здесь люди просто не совсем понимают, почему он холоден, да, и накручивают, придумывают, и награждают его теми свойствами, которыми он не обладает, да, то есть допридумывает, дорисовывает ему то, чего у него нету. Вот этого делать не надо, да, то есть здесь человек конкретный, понятный, то есть если ему что-то надо, он скажет. Если он молчит, то не надо додумывать за него, что вот он там сейчас о чем-то думает. Не, он просто не думает. Если он о чем-то думает, он это говорит. Он, то есть здесь такой прямолинейный человек, прям вот очень прямолинейный и очень приятный собеседник вот по этой позиции. Так, этот вариант, да, кто загадал, ну прям вот всех вызывает, да, кто скрывается за маской. Кто скрывается за маской? Могу ли я сказать, что это мужчина или женщина? Не знаю, сложно. Не буду говорить про пол. Кто этот человек? Сейчас, секундочку. Здесь человек, который как будто бы нуждается в общении, но почему-то люди его воспринимают вот как-то, что он одинок, что ли. Ну, может быть, здесь вы мужчину тоже загадали. Как будто бы холостяк, но либо он себя так позиционирует, что ли, не могу понять. Но здесь человек действительно нуждается в общении. То есть он не закрытый, он не... Здесь отшельник идет, но здесь нету отчуждения от общества. Здесь, наоборот, человек, которому... Знаете как? Здесь человек, которому нравится общение, взаимодействие с миром, но у него четко выстроены границы. И если вы эти границы не нарушаете, то вы прекрасно можете взаимодействовать с этим человеком, да, общаться, то есть там дружить, общаться там по работе, коллега, неважно. Главное четко соответствовать тем границам, которые этот человек выстраивает. То есть если он сказал, что я этого не хочу, вот не надо просто пробовать его терпение, потому что он становится таким противным, вот прям очень неприятным человеком. Хотя если вот, знаете, не переходить каких-то границ, вот правил, устоев, которые он здесь выстраивает для себя, да, то он может быть очень приятным и как на внешность, так и в своих беседах. У этого человека просто есть определенные принципы, и он никогда и ни ради кого меняться не собирает. У этого человека есть одна ценность, как это сказать, не то чтобы ценность, а в его жизни важен только он. И можно ли это сказать эгоизмом? Нет. Даже если у этого человека, я не вижу, чтобы он был здесь женат, да, но даже если у этого человека была в прошлом семья, здесь он как будто бы, знаете как, он взаимодействует со своей семьей, все нормально, общение, но вот все равно веет от него, знаете, как собаки метят свою территорию. Вот у этого человека тоже есть своя территория. Этому человеку важно периодически уходить в себя. Вот когда соблюдены его правила, вот на самом деле кто-то может посмотреть на него и сказать, что за странный человек, и вот прям, ну, с ним вообще невозможно взаимодействовать, и, ну, вообще мне такой не нужен. Вот. Но при этом он такой, знаете, заядлый холостяк и очень завидный.
Если соответствовать его правилам, причем он их озвучивает, здесь не скрывает человек, вот, что он хочет. Вот если соответствовать его правилам, да, здесь вообще можно с ним очень долго находиться, ну вот как минимум в отношениях, да, брак нет, но вот в отношениях можно с этим человеком, да, либо там в долгой дружбе, ну то здесь есть время продолжительное, потому что этот человек привязывается, если долго общаешься, но вот очень важно соблюдать его правила. Этот человек, я сейчас не буду копаться в его жизни, но здесь ощущение того, что есть что-то, ну вот какая-то травма, которая поспособствовала тому, что он оберегает свою внутреннюю свободу. Есть какой-то комплекс, какая-то заморочка стоит на этот счет, и вот пока человек чувствует, что он свободен внутри себя, что его ничего не ограничивает, то есть ему ничто не угрожает, и эта угроза может быть в виде кого угодно, этот человек может с вами общаться. Только он почувствует, что вы каким-то своим действием, словом угрожаете, и угрозы это не в контексте того, что вот я сейчас тебе там что-то сделаю, нет. А как только вы будете посягаться на его внутреннюю свободу. Что значит посягаться? То есть, когда вы будете говорить, там, ну, например, вы общаетесь, и вы говорите человеку, ну, а давай мы будем вместе вот встречаться, у нас будет отношения. Все, этот человек исчез из вашей жизни. То есть здесь с ним нужно быть очень, очень аккуратно. То есть чем больше вы будете позиционировать, что да, человек свободен, делай, что хочешь, вот наоборот высказывать какое-то безразличие в его адрес, ну, типа, да, пришли, пообщались, хочешь, пойдем кофе пить, пойдем, пошли, попили, потом каждый к себе домой, и все такое, и все тихо, спокойно, то, наоборот, человек будет вот к вам как-то действовать. У него есть пунктик на его внутреннее пространство, на его внутреннюю свободу, но здесь иногда человек, он может быть каким-то таким, знаете, занудой, потому что вот, ну, он твердолобый. Вот здесь прям... Не знаю, то ли он телец по знаку зодиака, хотя отшельнику соответствует дева, но вот он у меня почему-то тельцом идет. Какие-то моменты, причем он очень любит вкусно покушать, вот такое, не что попало, а какую-нибудь такую изысканную еду, вот вкусную, да, у него такие какие-то вот пристрастие к еде присутствует и к удовольствию. Вот. Ну, вот такая личность. То есть можно ли с ним как-то взаимодействовать? Да, конечно, можно, если понять его природу. Для этого я вам и говорю, что скрывается за его маской, и как с ним можно взаимодействовать. То есть у него есть, когда он, знаете, особенно в беседах начинает там погружаться в свои какие-то понятия, он считает, только он прав, только его слова – это истина, верно, а всех остальных правду говорю, благодарю. А все остальные где-то в чем-то ошибаются. Вот если вы будете поддакивать этому человеку, ну, то есть у вас есть какая-то там цель с ним общаться, выгода, точно. Вот если вы будете поддакивать этому человеку, то будет все окей. Опять же таки, не всегда, но вот в каких-то моментах, да, просто поддакивать в контексте того, что, ну, дайте человеку возможность верить в то, что он хочет. Окей, то есть, ну, зачем его переубеждать? Это глупо. У каждого есть свое мировоззрение. Вот здесь ему важна вот эта вот свобода, потому что здесь еще, знаете, как, когда человек очень долго с вами общается, либо взаимодействует, наступает период, когда он так, это, знаете, исчез. Куда, зачем, почему, неважно. Главное, его не тревожить, не беспокоить. Вот он отсидится как-то в своей бочке, как Диоген, да, а потом выползет из нее и скажет, как будто ни в чем и не бывало. Ну, что, как дела, что не писала. И вы такой, знаете, либо такая в шоке, как это я, а как тебе напишешь, если ты исчез, и, ну, зная твой характер, ты не будешь ни с кем общаться. Вот здесь какое такое. Ну, что-то у него происходит, это вот в силу его каких-то его какого-то опыта травмирующего, да, то есть здесь пунктик есть у этого человека. Так, ну и последняя личность. Сегодня, ну, я сказала, что большой расклад будет. Кто скрывается за личностью этого человека? А вот здесь больше у меня женская энергия идет. Такая больше... ну, не взрослая женщина, так скажем, да, знаете, не 50+. Здесь где-то вот такая вот молодая, около 30 плюс-минус, 30-35. Что здесь за личность? Здесь такая девушка очень интересная, общительная, мне прям слышится ее смех, вот какая-то такая, знаете, хохотушка, вот прям веселый, человек-праздник, человек...
который бывает в разных, не знаю, может быть, нравится путешествовать, вот можно было сказать, да, как вот этот блогер туристический, да, как-то, или как это правильно, по путешествиям. Такая независимая личность, у нее очень много разных приятелей, знакомых, причем они могут быть из разных сфер, в разных странах проживают, но здесь общительный человек, в движении, любознательный, интересный, без отношений. Я не вижу, чтобы у него были здесь отношения, вот, но при этом вот здесь как личность, она такая, она легкая, вот как ветерок, да, здесь как ветерок. Человек, который, знаете, не огорчается. Вот самая сильная сторона, качества этой личности, это то, что, чтобы ей не сказали, опять же, вы можете здесь загадывать мужчину, но вот у меня просто идет женская энергия, такая мягкая, поэтому я говорю, что это женщина. Это может быть мужчина. Не вот близко к сердцу не принимает. Да, ну сказали, да, может попереживать, но здесь как-то, знаете, в моменте очень быстро перестраивается человек, да, то есть вот как-то погрустил, потом, ну ладно, было и прошло, все, пошли дальше. Такой очень позитивный и приятный. Вот с таким человеком хорошо дружить. Знаете почему? Потому что вот он все время приходит я имею в виду человек, он приходит все время с какой-то новой информацией, что-то где-то узнал. Вот как свежий воздух, не знаю, как глоток свежего воздуха. Вот пообщаешься и так хорошо, так легко, что-то новое узнаешь. Не в контексте сплетен, а вообще просто в контексте новой информации. Этот человек как будто бы вот бесконечно расширяет ваше сознание через то, что он привносит вот какие-то новую информацию, я не знаю, может быть, если это рецепты, то какие-то новые рецепты, какие-то пики моды, вот что-то все время новое этот человек где-то узнает, это там, я не знаю, новую улицу в городе, новую книгу, там, новые, там, я не знаю, жанр какой-то, да, новое в искусстве, да, какое-то ответвление, вот что-то такое, очень приятный человек в беседе, вот прям очень приятный в беседе. Можно ли выстраивать с ним взаимоотношения? Вот знаете, здесь человек как будто бы занятый, и поэтому сказать, что вот как-то ему пара нужна такая же, как он, да, то есть вот как, я не знаю, два сумасшедших, которые вот все время легки на подъем, и они где-то находятся, вот, причем здесь главное качество должно быть, если вы претендуете на взаимоотношения с этим человеком, это юмор. Вот эту женщину, эту личность можно подкупить только юмором, да, только каким-то весельем. Здесь неугомонный ветерок, вот прям неугомонный ветерок, и ну, здесь человек не думает о личной жизни, здесь не об этом. Здесь вот познать мир, здесь путешествия, здесь там, я не знаю, достижение каких-то целей, там, хочу побывать там, не знаю, в каком-нибудь месте, там, не знаю, Таиланд, Австралия, да, там, заняться серфингом, либо там побывать в северном где-нибудь полюсе с китами, да, синими поплавать, вот, какие-то экспедиции сходить, вот куда-то там горы какие-то покорять, там Эверест, еще что-то, вот здесь вот такая душа, да, здесь вот такая душа. Вот такой вот был сегодня расклад. Пишите свои комментарии, мне будет интересно их почитать.